Азиатская живопись. Рисуем цветок хлопка. Вот и наступили первые месяцы зимы, и хочется уже сразу же зимних тем. Поэтому рисуем цветок хлопка. Изучив сегодняшний урок, вы сможете создать себе тоже такую же красивую галерею из картин в зимнем настроении. Итак, мы работаем на рисовой бумаге. Цвет фона охра горчичный. Формат бумаги, на котором я работаю, 34 на 34 сантиметра. Кисти каллиграфические. Первым делом я навожу себе достаточное количество краски для того, чтобы покрыть весь тот лист бумаги, который у меня имеется. Для этого я беру некоторое количество краски и маленькую пиалочку и развожу эту краску водой. То есть, когда я буду наносить цвет, дополнительно воду на кисть я брать уже не буду, потому что у меня краска уже разведена достаточно водой. И аккуратно покрываем лист бумаги, она будет достаточно влажная, работайте нежно, не порвите бумагу, особенно тогда, когда будете приближаться к ее краям. После того, как мы нанесем краску на весь лист бумаги, нам нужно будет дать ей совершенно абсолютно высохнуть. И только после этого приступать к работе. Первое, что мы делаем, это берем белый цвет и работаем не активным белым цветом, а наводим достаточно прозрачный его оттенок. Для того, чтобы потом уже по этому более прозрачному оттенку накладывать объемные детали. Какими мазками мы движемся? Вообще при создании какой бы то ни было формы нам нужно сконцентрироваться на ней и понять, какие более мазки кисти будут уместны для создания этой формы. В основном движения кисти начинаются с ее кончика, затем мы более прижимаем кисть и опять приводим к кончику, особенно когда касается это боковых частей цветка хлопка. Когда мы рисуем хлопок, не нужно забывать о том, что несмотря что он делится на 5 частей, то есть он состоит из 5 секторов, он все-таки в общей своей форме представляет как бы шар и напоминает облачко по своей пышности, по своей пышности. И тем не менее мы должны нарисовать 5 секторов, или же в зависимости от ракурса. Иногда нам будут видны все 5 секторов, иногда 3, иногда 4, ну и так далее. Движения кисти будут в основном округлые, потому что мы должны стремиться к конечной форме шара, чтобы в конечном счете все-таки у нас была шарообразная форма достигнута. И поэтому мы можем сначала очертить эту форму, как бы создав себе некоторый контур, а затем его быстро заполнить. Как вы видите, фон будет немного просвечивать через белую краску, потому что, как я сказала, мы наводим достаточно прозрачный ее оттенок. Нам этого и нужно, чтобы фон немного просвечивал, а сам цветок пока что был достаточно прозрачным. И продолжаем наращивать форму. Удобнее всего сначала для каждого ракурса задать себе наиболее явный его участок и затем уже довершать эту форму по смыслу. И, в общем-то, запаситесь референсом, с которого вы будете, собственно говоря, рисовать вашу картину. Далее мы даем цветкам белой краски высохнуть, и после этого, когда она совершенно абсолютно высохнет, мы начинаем работать темно-коричневым цветом, любым оттенком темно-коричневого цвета. Работаем мы все той же средней мягкой кистью.
Сейчас на кисти должно быть меньше влаги, чем до этого, чтобы линии не растекались. И мы начинаем прорисовывать чашелистник, который выходит своими лепестками на цветок. А здесь уже движения кисти именно в основном такие, что мы начинаем движение с кончика кисти, затем более прижимаем кисть, опять приводим ее к кончику, вырисовывая вот такие вот лепестки чашелистика, которые заходят на цветок хлопка. И они его как бы обымают по краям. Заметим, что в основном их в принципе 5, у чашелистника 5 лепестков, но они могут раздваиваться, расстраиваться, то есть у них может быть разорванные кончики и так далее. И очень красивые загнутые очертания. Мы делаем это со всеми цветками. И затем переходим к веткам. Ветки у хлопка, они жесткие. Когда рисуем ветки, самое главное помнить о том, что мазок кисти здесь это линия от точки до точки. Уверенные линии, они могут быть прямые или дугообразные. Но в начале движения мы всегда должны зафиксировать себя точкой и затем уже делать саму линию. Линия может быть толстая или тонкая, у основания она толстая, на конце она тонкая, и для тонкой линии мы менее оказываем давление на кисть, для более толстой линии оказываем больше давления на кисть. Не забываем часто пересекать ветки между собой, это даст объем нашей работе, нашей композиции. Теперь, когда белый цвет уже абсолютно высох, на цветках мы берем на практически сухую кисть, можно распушить ее кончик, активный такой белый цвет, непрозрачный, и начинаем вот такими вот легкими мазками, не везде, в некоторых местах, просто проходя по уже существующей форме, оставляя такие вот шероховатые воздушные мазки с белыми пробелами, и как бы выходим за очертания уже созданной формы, чтобы сделать хлопок объемным и пушистым, таким, каким он должен быть, похожим на облачко, создавать ощущение мягкости, тепла и уюта. Так мы поступаем со всеми имеющимися цветками хлопка. Следующее, что мы с вами должны будем сделать, это уже по желанию. То есть мы вводим детализацию. И на более тонкую кисть с минимальным количеством влаги мы берем активный коричневый цвет и начинаем обводить контуром листики вокруг цветков, и можно даже обвести контуры веточек. Детали придают нашей работе изящность и аккуратность, но вводить их или нет, это уже дело вашего вкуса и предпочтения. В принципе, вы можете этого и не делать. Но опять же, я говорю, это придаст такую некоторую завершенность. Мы работаем не в таком не импрессионистском, не абстрактном стиле сегодня, поэтому лишние детали нам не помешают. И затем можно будет добавить еще текстуры и объемы, поскрябывая сухой кистью с наличием краски по некоторым местам листьев и веточек. Для листьев лучше использовать малую кисть, а для веток можно взять и среднюю кисть с тем же самым темно-коричневым цветом. Тогда кисть лучше распушить, ее кончик, чтобы он был плоским, и провести этой кистью по уже имеющимся веточкам, как бы поскрябывая кистью по бумаге. Напоминаю, кисть должна быть практически сухая. И это будут последние мазки кисти на сегодня. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, чтобы еще бы вы хотели, чтобы мы с вами вместе нарисовали.